Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, я хочу подарить вам старинный таджикский заговор на исполнение желания. Кто такие таджики? Таджики – это персы, и язык их фарси. Однако у них свое наречие фарси. Вообще, дословно, если перевести слово таджик от слова тадж или так, что означает корона, коронованный. Дело в том, что таджики в Персидской империи сначала ахемениды, до этого легендарные цари Кеаниды, потом ахемениды, потом саманиды, сасаниды, потом саманиды, и после уже тюркские завоевания и прочее. Это местность, где в данный момент живут таджики, национальность таджики, эта местность являлась особой частью империи, Арийской империи, поскольку они арии, вообще в древние времена не называли Иран или Персия, называли арийская держава. Так вот, они в основном живущие были воинская каста. То есть они служили именно короне. Их называли коронованная каста, то есть коронованная часть населения, тадж, принадлежащие короне, таджики. Вот отсюда и их название, самоназвание. Этот народ прошел очень сложную, очень тяжелую историю, очень кровавую историю. Был завоеван и Македонским. Потом одна часть таджиков стали называть себя памирцами. В принципе, они смесь. Когда Македонский дошел до пределов Персидской империи, он вот в этом районе Памира сыграл великую свадьбу. Он женил 10 тысяч своих солдат на местных женщинах и основал там город. То есть памирцы – это потомки европейцев и персианок. Это особая каста, особый народ. Они вообще светлоглазые, светловолосые, европейский типаж. Но в любом случае в них есть и персидская кровь. Видите, какие интересные моменты истории можно раскрыть, если мы интересуемся вообще историей народов. Так что на постсоветском пространстве еще один древний народ – это таджики. Один из персидских племен или народностей, ветвь персидская. У них особая культура. Мне, например, очень нравятся фильмы киностудии «Таджик фильм». Если вы смотрели Рустаму Сухроб, Сиявуш, это о царствовании кеанидов, первых царей, легендарных царей Ирана. Если кому интересно, книга Шахнаме рассказывает о жизни царей, то есть жизнь царей, жизнь шахов. И очень много есть таких моментов ритуальных, этнографических, которые можно увидеть в старинных летописях, в старинных книгах, рассказах. Даже невзирая на перевод, между строк это все
мы видим древние поверья, многие иранские племена до сих пор еще не оставили зороастризм. И вообще в их разговорной речи очень много осталось с древних времен. Когда Александр Македонский завоевал Персию, он с уважением отнесся к одной традиции. Персианам было запрещено воспитывать своих детей. Нужно было каждое утро отвести их в определенное место. Это были как школы древнего времени, где мудрецы до вечера с ними занимались, учили их, обучали и так далее. То есть считалось, что их должны воспитывать мудрые, тогда нация будет разумна. Вот эти принципы древних народов, если бы мы запомнили до сих пор, до наших дней, то совершенно была бы иная картина мира. К сожалению, начали игнорировать древнюю мудрость, а на самом деле древние люди намного были умнее нас всех и понимали, к чему может привести безграмотность и вседозволенность. Заговор, который я хочу вам подарить, это на таджикском. Старинный таджикский заговор, то есть на фарси, но на таджикском наречии. Мне передавали множество заговоров различных народов на различных языках. Многие я составляла сама, но те, которые передавали, вы знаете, дело в том, что когда ты слышишь заговор, ты записываешь так, как ты слышишь. И поэтому, естественно, когда ты произносишь, не зная языка, могут быть определенные ошибки в буквах, в окончаниях и так далее. Кто знает язык, тот может исправить и произнести как нужно. Кто не знает, может произнести, как я произношу. Там нет чудовищных ошибок, просто может быть где-то запятая не там, где-то буква не здесь. Это нормально, когда со слов ты записываешь, вот слышишь на слух и записываешь, то могут быть ошибки. Но здесь самое главное основную мысль передать. И они уже получаются. Эти работы уже получаются. Это и самое главное. Мне этот заговор передала женщина, передала давно и сказала, что это заговор ее бабушки. Точнее, я записала с ее слов. Это как бы было отправлено мне еще в Одноклассниках маленькое видео, где она как бы видеозаписи мне вот передала. И я, естественно, записала. Хочу вам сказать, испробовано не раз и очень хорошо получается. Но нужно сделать правильно. Значит, перед сном нужно зажечь красную свечу, открыть окно, приоткрыть, и читать столько раз, сколько вам лет. Но прежде чем читать, вначале нужно сказать свое желание. Но еще раз говорю, желание здесь должно касаться карьеры, работы, получить что-то. Потому что в основном ритуал или заговоры на желание направлены на материальное. Поскольку для привлечения мужчин совершенно иные нужны заговоры. Там навести красоту, навести морок, да, призвать и так далее. Для получения, скажем так, знаний или подсказки из потустороннего мира нужны совершенно иные работы. В основном на желание, оно материальное должно быть. Материальное, она материализуется быстрее и получается быстрее. Поэтому такие заговоры, такие работы, они в основном направлены на материальные блага. Ну, еще раз говорю, получить желанное место на работе, еще что-нибудь. Когда у вас все это получится, отнесите красную ленту, привяжите к ветке,
а внизу положите столько монет под деревом, сколько вам лет. И своими словами поблагодарите духов за исполнение желаний. Это читается столько раз, пока ваше желание не исполнится. То есть оно, в принципе, исполняется после 6-го, 7-го раза, иногда после 1-го раза. Но 10-12 раз можно читать. Ночей к ряду, имею в виду. Перед сном. А потом потушите эту свечу. Эту свечу можно еще использовать. Сначала используйте, естественно, в этом ритуале, но потом можете использовать и в других. Это не принципиально. Здесь две стихии: ветер и огонь. Ну, дословно, буквально, насколько я знаю, ветер донесет слова, огонь исполнит, Бог услышит. Но здесь Бог именно не тот Бог, который христианский или исламский, а верховный, всевышний, то есть высшая сила, так правильно, не высшая, а высшая сила. Так называли в древности Бога, то есть верховная сила. Кстати, слово худо или худа, моя бабушка часто произносила это слово, говорила: худо слышит, и он сделает как надо, или худа вами займется, или худа вас накажет. И я не понимала, к чему она это говорит людям, когда, например, какая-то несправедливость, она говорила: ничего, верхний худо вас услышит или увидит то, что вы сделали. А потом я поняла, что на фарси, то есть у древних ариев худо или худа – это верховный, то есть Бог, божество, создатель. Итак, я прочитаю несколько раз, вы читайте, сколько вам лет. Вначале говорите четко и ясно. Прошу у сил судьбы, чтобы у меня получилось, например, получить это место. Прошу, чтобы мне продали билет по скидке. Прошу, чтобы я смогла накопить там на машину, если вам нужно, да. Прошу, чтобы мне помогли накопить на мебель. Прошу, чтобы суд решился в мою пользу. Хотя есть выиграть суд отдельно и лучше провести. Но в любом случае, если провели, можете еще и это дополнительно. То есть вот о чем. Итак, начнем. Еще раз говорю, если есть какие-то мелкие ошибки, и если вы владеете этим языком, знаете, можете исправить, исправленно мне отправить на WhatsApp, я отдам Яне, она выставит там, может быть, какие-то буквы не так произношу. Потому что вы должны понимать, что человек, который не знает язык, а записывает со слов, да, мне много чего передавали с монгольского и так далее. Этот человек может какую-то букву или слово не так произнести. Вы к этому должны относиться достойно и правильно. Самое главное, что я вам передаю. Вот что это главное. И это нужно ценить. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я. Итак, вначале просьба, потом читайте столько раз, сколько вам лет, потушите свечу, идите спать. Это перед сном. Нет, вы можете говорить с людьми, можете общаться, это не принципиально. Просто это должно быть перед сном, то есть ночью. Итак, высказали желание, потом читаем. Шамол хобиман, медихат ба осмон, оташ бишнават, худо хохат карт, маро баракаддех, тагдир. Амен. Еще раз. Шамол хобиман, медихат баосмон, оташ бишнават, худо хохат карт, маро баракаддех, тагдир. Амен. Еще раз. Шамол хобиман, медихат баосмон, оташ бишнават, худо
хохат карт, маро баракат, дех тагдир, амен. Кстати, хочу сказать, что ритуал на фарси многие хвалят. Те ритуалы, которые помогают привлечь удачу, помогают убрать неудачу и так далее. Очень много людей, которые вообще не имеют даже близко, скажем, восточных кровей, говорят, что им очень помогло. Но это хорошо, это меня радует. Еще раз читаю. Шамол хобиман, медихат баосмон, оташ бишнават, или бишнуват, может, неправильно говорю. Худо хохат карт, маро баракат дех тагдир. Амен. Шамол хобиман, медихат баосмон, оташ бишнуват, худо хохат карт, маро баракат дех тагдир. Амен. Ну что ж, проведите, друзья мои, и пусть ваше желание исполнится. И спасибо той женщине, которая мне это передала. Ну, просила не называть ее имя, потому как ее бабушка была известная женщина в Таджикистане, и она не хотела бы, чтобы узнали, что она мне передала некоторые ее работы, скажем так. Я говорить не буду. Тем более, что то, что говорила ее бабушка, никто не слышал, кроме домочадцев. Так что никто не знает, от кого это и откуда. Но в любом случае, судя по тому, насколько это рабочие, могу сказать, что это, видимо, была сильная ведьма. По всей видимости. Удачи всем и всех благ.